Всем привет! Меня попросили связать две капибары, одну кисю, одну лягушку. И я решила, почему бы не связать их и показать вам, как это делается. Мастер-класс чужой– это перевод с иностранного. Не знаю даже с какого, не знаю, кто делал. К сожалению, я бы обязательно указала автора. Ну, ну что, вот такие красотки. Брелочек, подвесочка, маленькая игрушечка. Шапки снимаются, если надо. Смотрите, шапочка снимается, а тут такие ушки. Класс. Приступаем. Начинаем вязать 5 воздушных петель. Во второй от крючка мы вяжем 3 столбика без накида. Дальше вяжем 3 в одну. Дальше вяжем 2 столбика без накида. И прибавочка. Ставим маркер. Второй ряд вяжем прибавка. Два столбика без накида. Дальше 3 прибавки. Дальше 2 столбика без накида. И 2 прибавки. В конце ряда у нас будет 16 столбиков. Третий ряд. Вяжем прибавку. Три столбика без накида. Дальше 3 раза мы вяжем столбик без накида, прибавка. Дальше вяжем 2 столбика без накида. И 2 раза столбик без накида, прибавка. Столбик, прибавка. И столбик, и прибавка. В конце ряда у нас 22 столбика. Переходим к четвертому ряду. Вяжем прибавка. Четыре столбика без накида.
Дальше 2 столбика без накида, 1 прибавка 3 раза. Дальше провязываем 2 столбика без накида. И 2 столбика без накида прибавка 2 раза. Следующие 3 ряда, 5, 6 и 7, мы вяжем по 28 столбиков без накида, без изменений. Восьмой ряд. Вяжем столбик без накида, прибавка, 7 столбиков без накида, дальше вяжем убавку, дальше столбик без накида, убавка, столбик без накида, убавка, восемь столбиков без накида, дальше вяжем прибавку, столбик без накида, прибавка, в конце ряда у нас 28 столбиков. Девятый ряд. Вяжем 10 столбиков без накида, 3 убавки и 12 столбиков без накида. Так, 3 убавочки сделали и осталось 12 столбиков.
Вот у нас вырисовывается голова. Тут будет мордаха. Так, приступаем дальше. 10 ряд. Вяжем 10 столбиков без накида. И дальше делаем убавочку из 3 петель с одной вершиной. То есть, смотрите, захватываем одну, вторую и третью. У нас на крючке получается 4 петельки. И провязываем все вместе. И дальше провязываем 12 столбиков без накида. Одиннадцатый ряд. В этом ряду мы будем с вами вывязывать лапки. Вяжем 8 столбиков без накида. И теперь мы будем вводить темно-коричневую нить для того, чтобы выделить наши лапки. В принципе, вы можете сделать и того же цвета. 8 столбик мы закрываем коричневой пряжей. Дальше в соседнюю петлю, в следующую, в 9, мы провязываем 5 столбиков с накидами. У нас будет только одна вершина. Смотрите, раз. И теперь провязываем все вместе. Не смотрите, что здесь немножечко не стянуто, мы потом все это утянем, сделаем. Вот у нас 5 столбиков и петля, которая была. Раз, два, три, четыре, пять, вот 6 петелек. И теперь мы закрываем бежевой ниточкой. И дальше вяжем 3 прибавки. Лапку вперед. Третью мы не довязываем. Здесь мы будем переходить опять на темно-коричневую пряжу. Смотрите, пряжу я оставляю прям немножечко больше, видите, чтобы я потом могла разрезать и связать их узелочком. Сейчас вы увидите. Так, третью прибавку мы закрываем коричневой и приступаем к следующей ножке. Опять мы вяжем 5 столбиков с накидами с одной вершиной. Закрываем. Смотрите, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Закрываем опять светлой пряжей. И дальше мы с вами довязываем 10 столбиков без накида.
Провязали 11 ряд. У нас вот получается мордочка и лапки. Коричневую пряжу мы сейчас можем отрезать. И теперь смотрите, мы оставляли здесь такое вот пространство, кусочки, мы его разделяем. И теперь будем связывать лапки. Вот смотрите, у нас получается одна лапка, видите, 2 хвостика. И вторая лапка, 2 хвостика. Теперь мы их стягиваем, связываем, прям подтягиваем. Вот такие. Смотрите, какая лапка красивая получается. Завязываем на узелочки одну и вторую. Смотрите, какие очаровательные. Так, все это прячем. И следующие 3 ряда, 12, 13 и 14, мы будем вязать по 26 столбиков без накида, то есть без изменений. Я думаю, с этим вы прекрасно справитесь сами. Пятнадцатый ряд мы будем опять ввязывать лапки. Провязываем 10 столбиков без накида. Десятый не довязываем и подключаем коричневую пряжу, темно-коричневую. Оставляю хвостик для завязки. Так. И в соседнюю мы провязываем 5 столбиков с накидом с одной вершиной, как мы делали в предыдущих лапках. И закрываем светлой пряжей. Эту лапку мы будем подтягивать. Дальше мы провязываем 4 столбика без накида. Четвертую мы не закрываем и провязываем 5 столбиков с накидами. Сейчас мы вот этот закрываем коричневой и провязываем 5 столбиков с накидом с одной вершиной. Закрываем светлой пряжей. И провязываем 10 столбиков без накида до конца ряда.
Теперь обрезаем коричневую нить. И как в прошлый раз будем завязывать узелочки. Вот я завязала узелочки. Все это мы прячем вовнутрь и будем продолжать дальше. Уже вырисовывается наша капибарка. Такая. Приступаем к 16 ряду. Вяжем убавку. Два столбика без накида. И так 5 раз. И дальше мы вяжем убавка, столбик и еще убавка и столбик. В конце ряда у нас получилось 19 столбиков. Там мы начинаем уже закрывать низ капибарки. Следующий 17 ряд мы вяжем убавка, столбик без накида, так 6 раз, и в конце ряда у нас еще получится один столбик. Будет у нас 13 столбиков без накида в конце ряда. Так, сразу начинаем убавочка. И в конце столбик. Теперь капибарку наполняем холофайбером. 18 ряд. Вяжем 6 убавок. И в конце у нас будет еще один столбик. Итого 7 столбиков без накида.
И вот заканчиваем последний столбик, 7. Я его провязываю, наверное, полустолбиком, соединительным столбиком. И все, обрезаем ниточку и будем стягивать кольцо. Все, убираем маркер, он нам уже не нужен. И стягиваем кольцо. Вот смотрите, ничего не заметно. Все красиво. И все, теперь немножечко можно запутать нитку. Вот одна копиварка почти готова. Заготовочка. Почему сказал? Вот наша заготовочка капибары готова.